Духовное рождение дает старт по-настоящему наполненной, осознанной и счастливой жизни. И момент духовного рождения можно отследить. Это не абстракция. Этот момент связан с появлением у тебя одного очень земного качества. Если оно появилось, значит, твое духовное рождение состоялось. Я расскажу об этом качестве, а ты поймешь, родился ты духовно или нет. И если нет, то ты сможешь ускорить процесс. Духовное рождение тесно связано с понятием «духовный путь». Духовный путь можно описать по-разному. Это одновременно и путь любви, и путь повышения своей целостности, связи со своими душой и духом, и путь роста сознания. Рост сознания – это процесс практически бесконечный, вплоть до полного слияния сознания с источником. Однако существует область, которая может быть названа областью низкого сознания, и область, которая может быть названа областью высокого сознания. И, соответственно, на духовном пути, на пути роста сознания, есть точка перелома, точка, которая отделяет область низкого сознания от области высокого сознания. И переход через эту точку и есть момент духовного рождения. Что это за точка и как в нее прийти? Чтобы понять, почему духовным рождением можно назвать переход из состояния низкого сознания в состояние высокого сознания, стоит остановиться на отличиях высокого и низкого сознания. Отличия высокого сознания от низкого определяются энергией, которая преобладает в тебе при высоком и низком сознании, и проживаемыми тобой состояниями. Как только осознаешь, какая энергия определяет состояние высокого сознания, а какая низкого, очень многое становится понятно о сути различий между ними. Первое отличие высокого и низкого сознания. Разница преобладающих в жизни энергий. В области низкого сознания преобладает энергия страха. В области высокого сознания преобладает энергия любви. Таким образом, состояние низкого и высокого сознания отражает полярность страх-любовь, одну из важнейших основ нашего мироздания. Есть несколько главных силовых осей напряжения мироздания, вокруг которых оно вообще строится и функционирует. И одна из главнейших осей – это ось страх-любовь. И рост сознания, трансформация сознания – это одновременно движение вдоль линии этой полярности от страха к любви. То есть само устройство мироздания определяет огромные различия между состояниями высокого и низкого сознания. Второе отличие высокого и низкого сознания – разница ощущения окружающего мира. Состояние низкого сознания основано на преобладании страха и отделенности от мира и людей. Состояние высокого сознания основано на преобладании любви и единства, соответственно, единства с миром и людьми. Третье отличие высокого и низкого сознания – разница состояния бытия. При низком сознании страх и отделенность формируют ложное «я». И ты находишься во власти эгоизма, во власти ложного «я». Определяющими сторонами жизни выступают физическое выживание, эмоциональное удовольствие и личная выгода. Отношения воспринимаются как конкуренция. В них необходима победа, необходимо превосходство, необходимо властвовать над кем-то. Главный вопрос жизни при этом – в чем моя выгода? При высоком сознании любовь и единство проявляют твое истинное «я», и ты живешь в подлинной любви к себе. А подлинная любовь к себе обязательно включает внутреннюю ценность других. И ключевые стороны жизни – это ценности, это истина, это глубинный, духовный смысл жизни, это раскрытие себя в широком смысле этого слова. Это вообще широкое видение мира. Отношения, соответственно, видятся как сотрудничество, и в них главное – это взаимная наполненность и радость, а не победа кого-то над кем-то и конкуренция. И, конечно, жизнь становится полна милосердием. Милосердие в состоянии высокого сознания, оно естественно, как дыхание. А главным вопросом в жизни становится «кто я?». Не в чем моя выгода, а кто я. Четвертое отличие высокого и низкого сознания – это работа мозга.
Знаменитый исследователь сознания доктор Хокинс утверждает, что даже мозг в состоянии высокого и низкого сознания работает по-разному. Как именно? На уровне низкого сознания мозг подчинен рефлекторной реакции. То есть сигнал от органов чувств проходит в область формирования эмоций быстрее, чем обрабатывается корой. А кора – это наиболее высокоорганизованная часть мозга. Поэтому при низком сознании эмоция превалирует над осознанием, эмоция выше осознания. А способность к осознанию подчинена способности к выживанию. И жизнь человека в результате подчинена эмоциям и управляется ими. А память запоминает такую модель поведения, как базовую. Так возникает тот самый неосознанный автоматизм, когда человек живет словно во сне. Он спит, а им владеют эмоции и программы. Это как проблеск сознания рождается иногда мысль такая: зачем я это сделал вообще, да? Зачем? А главное, нафига? На уровне высокого сознания обработка сигналов через кору начинает происходить так же быстро, как и прямая передача в эмоциональный центр. То есть устанавливается баланс между прямым стремлением к выживанию, вот это вот бей-беги, и осознанным поведением. Появляется способность к осознанию эмоций в момент проявления. Сразу, не потом, а сразу, прямо тут же ты что-то чувствуешь и осознаешь это. И память начинает вычленять осознанную реакцию как базовую модель поведения. А по мере повышения уровня сознания, скорость обработки сигналов через кору, она все возрастает, и, соответственно, уровень осознанности растет. Более того, происходят даже физиологические изменения. То есть в физическом мозге выделяется особая зона для хранения и обработки духовной информации, то есть информации, поступающей с высших планов бытия. Даже формируется эфирный мозг, то есть соответствующий орган для хранения и приема этой информации на эфирном плане. То есть сперва возникает возможность осознанного формирования, осознанной работы со своим состоянием, а впоследствии физиологическая возможность для доступа на верхние планы мироздания. То есть просто так с низкого уровня сознания ты не сможешь попасть туда наверх, потому что у тебя просто физиология не позволит. У тебя нет соответствующего органа. Он появляется только чуть позже, по мере развития сознания. Духовный путь, соответственно, он становится осознанным. Именно поэтому переход из состояния низкого сознания в состояние высокого сознания – это момент духовного рождения. Ведь вообще-то духовный рост и рост сознания, он может происходить и в области низкого сознания. Потому что, например, вибрации состояния гнева, они выше, чем вибрации состояния апатии, а вибрации состояния желания выше вибраций состояния вины. Хотя все эти состояния, они все-таки относятся к области низкого сознания, к низковибрационным состояниям, но там тоже есть своя градация. Но осознанным духовный путь становится именно после перехода в область высокого сознания. Именно здесь доброта становится осознанной. Благодарность Богу и жизни становится осознанной. А главное, при высоком сознании осознанной становится любовь. Не разовым проявлением. Любовь нечаянно нагрянет, когда в кармане денег нет, а магистральным путем жизни. Любовь становится магистральным путем жизни. Таким образом, жизнь в высоком сознании и жизнь в низком сознании – это два абсолютно разных взгляда на мир, на себя, на других людей. Совершенно разное мироощущение. Момент перехода от низкого сознания к высокому, то есть момент духовного рождения, имеет четкие характеристики. В соответствии со шкалой сознания Хокинса, пока твое сознание находится в пределах уровня 200 единиц, ты живешь в области низкого сознания. Выйдя за пределы уровня сознания в 200 единиц, ты переходишь в область высокого сознания. Если ты хочешь узнать о шкале сознания Хокинса и об уровнях вибраций, смотри это видео. Но суть не в цифре 200, а в том, что за этой цифрой стоит. А стоит за ней очень простая картина. Все, что ниже уровня 200, это различные вариации, различные уровни сознания жертвы. Понятно, что при совсем низких уровнях сознания состояние жертвы, оно острее, жертвы там больше. Если же уровень сознания все-таки чуть повыше, то внутренней жертвы чуть меньше. Но тем не менее, это вариации жертвы. Это естественно, ведь низкое сознание –
это сознание страха. Все, что выше уровня 200, это различные варианты сознания Творца. Это также понятно, ведь лестница в небо, она бесконечна, вплоть до состояния Творца Небесного. Поскольку мы созданы по Его образу и подобию, то способны полностью постичь и находиться в Его состоянии, вообще-то, теоретически. А уровень 200 – это некое равновесие. То есть внутренняя жертва и Творец уравновешены, отдача и получение энергии в мир уравновешены, ощущение тягот и радости в жизни уравновешены, то есть это точка перехода. А что отличает жертву от Творца? Жертву от Творца отличает ответственность за свою жизнь. Ключевым фактором для перехода сознания через уровень 200 из состояния жертвы в состояние Творца, из области низкого сознания в область высокого сознания является ответственность. Ответственность – это такой тумблер, переключатель. Щелк, включил выключатель, и свет зажегся. Щелк, обратно свет выключился. Свет в твоей голове. В чем прелесть ответственности, как такого тумблера-переключателя между уровнями сознания? В том, что это очень понятный, очень практический критерий и практический инструмент, который всегда можно применить к собственной жизни. Например, с применением осознанности сложнее, потому что не всегда есть вот эта внутренняя осознанность об осознанности, понимание, что это вообще такое. А вот с ответственностью за свою жизнь тут все понятно. Что же такое ответственность? Ответственность – это четкое знание и ясное ощущение того, что моя жизнь зависит только от меня. Я сформулировал это так. Каждое событие моей жизни есть последствия моих действий, слов, мыслей и чувств в соответствии с законами Вселенной. Или, если коротко, никто, кроме меня, не отвечает за мою жизнь. И здесь начинаются сложности. Это может вызвать и вызывает протест ума. Как я могу отвечать за обстоятельства своего рождения? В какой стране мне родиться? В какой семье мне родиться? Разве я это выбирал? Как я могу отвечать за разнообразные войны и насилие, творящееся на земле? За болезни близких, за обман со стороны власть имущих? Разве я это выбирал? Ну, вообще-то выбирал. Если осознавать механизм работы кармы, то все обстоятельства своей жизни – это результат эволюции твоей души и одновременно необходимые условия для ее дальнейшего развития. Но это, конечно, важно осознавать, но зачастую даже осознание механизма работы кармы, оно не помогает успокоить протест ума, потому что ум не может понять конкретные причины происходящих в жизни событий. Ум пытается найти точную и определенную причину, причинно-следственную взаимосвязь. Почему у меня сейчас нет денег? Вот из-за чего? И не находит. Он хотя и понимает, что все во Вселенной взаимосвязано, и в ней нет ничего отделенного, но конкретную причину не находит. Найти не может. И не найдет, потому что ум не шире Бога. Он не может охватить Вселенную во всей ее полноте и осознать все причинно-следственные взаимосвязи, которые и привели вот к этому конкретному событию, к этой конкретной ситуации. Почему у меня нет денег? Поэтому осознание механизма работы кармы – это не самое важное для успокоения твоего ума. Я сейчас уму помогу немножечко. Здесь все очень просто. Понимать конкретную причину события не требуется. Важно просто глубоко осознавать общее правило. Твое состояние в итоге приводит в твою жизнь события. Твое вчерашнее состояние – это причина происходящего сегодня. Сегодня у тебя нет денег, потому что вчера ты был таким, каким ты был. Все. А твое сегодняшнее состояние станет причиной происходящего завтра. Ты создаешь свое будущее ежесекундно. А за свое состояние, за то, что у тебя внутри, какой ты, отвечаешь лишь ты. Не Путин, не Байден, не мама с папой, не муж, не жена и не возлюбленный, не начальник, не коллеги, не разнообразные и многочисленные они. Это все они. Вот этим они, этим им
Ты и отдаешь свое состояние, а значит, отдаешь и свою жизнь, когда ты находишься в низком уровне сознания. Никто, кроме меня, не отвечает за мою жизнь. Никто, кроме тебя, не отвечает за твою жизнь. Только ты выбираешь, как жить свою жизнь. Даже если ты не понимаешь, почему обстоятельства этой жизни складываются именно так. Даже если эти обстоятельства внешние тебе категорически не нравятся. Только в состоянии ответственности ты творец. Ты творишь себя. Ты свободен в творении себя. А если в твоей жизни нет ответственности, то ты раб обстоятельств. С соответствующим девизом. Не мы такие, жизнь такая. Конечно, я здесь ни при чем. Вообще. А переход в состояние высокого сознания, духовное рождение, случается, когда внутренний творец перевешивает внутреннюю жертву. И девизом становится «Жизнь такова, каков я». Ты отвечаешь за свою жизнь, за все свои решения, за все свои действия, за свое состояние. А если смотреть глубже, то за судьбу своей души. Ты отвечаешь за судьбу своей души, за ее путь. Вот этим надо проникнуться поглубже. И если ты хочешь ускорить свой духовный рост, то смотри, где ты перекладываешь ответственность за свою жизнь на других. Потому что пока ты жертва, никакие высоковибрационные состояния невозможны. Если ты хочешь больше узнать об основе мироздания, полярности, страх, любовь, то смотри это видео. Пиши в комментариях, состоялось ли твое личное духовное рождение. Создавай себя, ведь созданное останется с тобой навсегда. С вами был Андрей Беленцов, проект «Новый мир».